Телепатия в отношениях с азиатками. Чтение мыслей на лету при общении с девушками из Азии. Азиатки – альтернативная реальность. Скажу сразу, разговоры про так называемую альтернативную науку вызывают у меня издевательскую насмешку. Что-то из разряда по ядерную войну 1812 года. С иронией вспоминаю, как на закате СССР Кашпировский и Чумак ездили по стране с концертами, а потом у людей растворялись камни в почках, проходила гонорея, возвращались пропавшие домашние животные, исчезали просроченные кредиты. С другой же стороны, в нашем мире есть много необъяснимого. Предчувствие событий, например, или знание вещей, которые тебе не могут быть известны в принципе. Вот, например, ты вдруг понимаешь, что сейчас завернешь за угол, встретишь знакомого, которого не видел 100 лет. Ты заворачиваешь и встречаешь. Знакомо? А теперь попроще. Близнецы и близкие люди отлично чувствуют настроение партнера, даже не видя друг друга. Человек на другом конце города прищемил палец, а ты это ощущаешь. И расскажите мне про совпадение. Ну-ну. Возвращаясь к мыслечтению. При общении с азиатками лично у меня что-то такое проявляется, да практически постоянно. Мы толком не говорим на одном языке, и на первый план выходят чувства. Ты знаешь девчонку эту, всего ничего, а тебе с ней не только легко и просто, но вы буквально на одной волне. Общаясь с азиатками, знакомы с Азией. В поездках по Азии я регулярно нанимаю местных гидов, конечно, женщин. Очевидно же, с ними интереснее. Да, и регулярно получается развить знакомств. Почему бы и да. На самом деле на азиатских сайтах знакомств тусуется много женщин, которые приходят совсем не с целью найти мужа. Некоторые представляют небольшие турфирмы или просто частные гиды. Тоже фриланс, но в плане туризма. Они видят наш статус типа «еду в Бангкок» и предлагают свои услуги. На самом деле это очень удобно. Да и как еще с обычными местными познакомишься? Вот так в одной из своих поездок в Бангкок я нанял девушку-гида. Ей было где-то лет 25. Она училась в университете на переводчика, подрабатывала в турфирме и заодно искала, кому нужен гид. Для перевода на выставках, оказания помощи в шопинге и тому подобное. Наполовину тайка, наполовину камбоджийка. Так что она свободно говорила и на тайском, на khmerском и на английском языках. Ну, с выставками и шопингом мне было не актуально. Зато мы много гуляли по Бангкоку, по торговым центрам, кафе, просто интересным местам. Ходили в кино и музеи. Мы много общались, это было для меня самым ценным. Кстати, я видел ее тетрадки с записями лекций на тайском языке. Лекции по английской лексике с тайскими ключишками – это прикольно. Как-то вечером, когда мы уже расставались, она спросила меня, хочу ли я, чтобы она осталась. Особых доводов отказываться от углубления знакомства с симпатичными девушками у меня не было. Конечно, да. Так что в оставшееся время моего отпуска Така Баджик фактически жила со мной. Она убегала утром на лекции, заезжала домой, а потом возвращалась. Мы даже иногда над ее уроками сидели. Ну, точнее, она делала домашку, а я на нее смотрел. Еще и помогал ей победить ее ни разу не оксфордский прононс. Так и рассказала про метод логопедов. Она же учила меня базовым тайским фразам. Получалось смешно, мое тайское произношение было лучше ее английского. Зато ее английский словарный запас был просто фантастич. Каждый день она рассказывала мне про тайскую жизнь, родные их обычаи, как что устроено и организовано в Таиланде. Я часто заглядывал в Google переводчик, но особой сложности и понимания не возникало. На лету выучил тайский и khmerский. Но когда моя камбоджийка волновалась, она начинала сбивчиво говорить на всех известных ей языках. Тут все мешалось в одну кучу. Английский, тайский, khmerский. Добавьте к этому огромный словарный запас английского языка, профессиональный переводчик все-таки, и страшный акцент. И все это быстро-быстро. Короче, полный винегрет. Обычно я ее прерывал и просил говорить только на английском. И раза в 3 медленнее. Please slow. Однако в какой-то момент с удивлением осознал. Моя знакомая рассказывает мне, а перед моим взором возникает картинка того, чего она мне рассказывает. И весь этот тайский, английский и khmerский винегрет мне не так, чтобы и мешает. Наверное, это и есть телепатия, чтение мыслей, та самая лженаука. Но ведь все пары со стажем умеют на лету ловить мысли партнера и понимать с полуслова. Забавно, мою камбоджийку я начал понимать всего через неделю. Взаимопонимание с азиатками. Потом с другими азиатками заметил, что вообще не проблема почитать эмоции по их непроглядно черным глазам. При некотором желании и времени понимание становится достаточно просто. Может, просто азиатки легко настраиваются на нашу волну? Не знаю. Или все дело в том, что мы действительно пытались друг друга понять, поэтому понимали. Я же для себя сделал важный вывод. Во взаимоотношениях с азиатскими девушками можно не волноваться на тему взаимопонимания. Надо стараться стать близкими и интересными друг для друга, и все получится. Конечно, просто не будет, но точно интересно. Главное — стремление идти навстречу. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.